Я открыл глаза и сразу почувствовал что-то неладное. Дрожь пробежала по телу, и я попытался укутаться в теплое одеяло еще сильней. Вчера вечером до самой ночи я играл в Roblox, ел вкусняшки и пил газировку. Даже не помню, как провалился в сон. Рассыпанные конфеты лежали по всей кровати, а рядом лежал мой Xiaomi, на котором по-прежнему были включены радужные друзья. Перевернувшись на бок, я посмотрел в окно. Светило солнце, и казалось, что это обычный день. Но все равно чувство тревоги меня не покидало. Что-то здесь не так. Я решил все проверить и найти причину своего беспокойства. Быстренько оделся, зашнуровал свои любимые кроссовки и спустился во двор. В городе была обычная суета. Ездили машины, люди шли кто куда, в общем все как всегда. Хотя стоп. Куда-то подевались все бездомные коты. Хотя обычно они встречают меня всегда. Я их частенько подкармливаю. И они стали моими друзьями. Птиц тоже не было слышно, странно. Видимо, животные почуяли неладное и ушли в безопасное место. Я начал думать, что же такое могло произойти, как вдруг раздался громкий звук. Как будто кто-то большой шагал и топал ногами. Я устремился в сторону этих звуков, чтобы все разведать. Громкий топот усиливался. Он сопровождался странными звуками, похожими на шуршание или шелест. Кто-то огромный приближался ко мне. Мне становилось все страшнее и страшнее. Я спрятался за углом дома и стал выглядывать. Как вдруг появился он. Это был гигантский синий из радужных друзей. Он неуклюже шагал по проезжей части, задевая при этом все вокруг. Он спокойно наступал на автомобили, раздавливая их. А от его рук страдали дома, деревья и столбы. Он просто сносил все на своем пути. Он посмотрел на меня, и я заметил, как его единственный зрачок расширился. Он устремился в мою сторону, а я в ужасе стоял и не знал, куда бежать. Он приближался очень быстро, и мне необходимо было где-то спрятаться. Невдалеке я увидел приоткрытый канализационный люк и мигом побежал в его сторону. Попробую спрятаться от этого синего монстра, может он меня не достанет там. И только я добежал до люка, как кто-то сдвинул его в сторону. Что? Кто там еще? Из открытой канализации показался еще один монстр. Это был зеленый. Он посмотрел на меня и начал тянуть в мою сторону свои длинные зеленые руки. Я замер на месте и не мог пошевелиться. Страх сковал мое тело, и оно не двигалось. Я был в ловушке. С одной стороны был зеленый, а с другой синий. Изо всех сил я попытался сдвинуться с места, но ничего не получалось. Вот-вот монстры меня схватят. И тут я почувствовал, как что-то мягкое дотронулось до моего плеча. Ну все, мне конец, подумал я. И проснулся. Это был всего лишь сон, а разбудил меня рыжий кот, который пробрался в мою комнату через открытое окно. Вокруг меня лежали погрызанные конфеты, а об мое плечо терся и громко мурчал рыжик. Я погладил его и подумал о том, что, пожалуй, оставлю его у себя. Теперь у него будет свой теплый дом.